Здравствуйте, дорогие друзья! Вот они, мои новиночки. Сейчас я буду с ними проводить определенные процедуры. Вот что мне понадобится. Зеленое мыло, спирт. Я взяла водку, перекись, ножницы, ватные диски, палочки и зеленочка мне понадобится. Первая орхидейка — это Феррара. Я хочу ей немножко обрезать старый цветонос. Я хочу его укоротить немножко до почечки. Сейчас я его обрежу вот до сюда. И на срез капаю перекись. Теперь протираю листья. Можно спиртом, можно зеленым мылом. Со всех сторон необходимо протереть. Я решила протереть спиртом. Протерла листики со всех сторон. Теперь я хочу протереть цветонос. Далее я хочу промазать такие пятнышки зеленкой, прижечь. Далее я хочу отсыпать верхний слой грунта и попытаться вытащить торфяной стаканчик. Много мне отсыпать не пришлось, вон уже виднеется. Вот совсем немножко я отсыпала. Убрала весь торфяной стаканчик по возможности от шеи. Вот что получилось убрать. А кору сейчас обратно засыплю в горшок. Приступаем к следующей орхидейке. Далее у меня вот эта орхидейка, биглип. Сейчас будем им заниматься. Берем чистый ватный диск и тоже протираем листики спиртом.
Я протерла все листики. И посмотрите, в пазухе у листиков лежит кора. Сейчас я ее уберу и там тоже хорошенько протру листики спиртом. Маленькие листики я удалила. И посмотрите, почти у всех орхидей есть второй цветонос обрезанный. Протерла спиртом все пазухи, все листики. И сейчас протру цветонос спиртом. У этой орхидейки я тоже сейчас отсыплю верхний слой коры и попробую вытащить торфяной стаканчик. Вот что у меня получилось. Виден торфяной стаканчик. Сейчас я буду его вытаскивать аккуратненько, стараясь не повреждая корешочки. Это очень важно, чтобы не занести никакую инфекцию. Вот сколько коры мне пришлось отсыпать. По возможности я вытащила торфяной стаканчик. Вот сколько получилось вытащить. А кору я сейчас засыплю обратно. Засыпала кору обратно. Удалила все сухие кончики корешочков, которые торчали. Приступаем к следующей орхидейке. А следующая орхидейка, которой мы будем заниматься, это Биглип лимончелло. Вот он, наш красавчик. Кстати, я хотела рассказать, для чего я вытаскиваю торфяной стаканчик. А для того, чтобы у шеи не было лишней влаги. Потому что торфяной стаканчик это как губка, он всегда влажный. Чтобы не было загнивания шеи и переувлажнения. Здесь есть такие сухие корешочки, сейчас я их обрежу. Они нам не нужны. Здесь тоже обрежем сухие кончики. Чтобы не отрезать до живого, я проверяю. Если высохший весь корешочек, то я его обрезаю. Так, все убрали лишнее и сухое. Теперь протираем листья спиртом. Я стараюсь протереть во всех пазухах. И на середине листа тоже. Протираем листья со всех сторон. Я удалила один маленький листик, потому что он был прям снизу и мешался. И далее отсыпаю кору и пытаюсь вытащить торфяной стаканчик. Попыталась я немножко отсыпать кору, ничего у меня не получилось. Здесь очень много корней переплетенных, и чтобы их не повредить, я не стала лезть. Так что буду аккуратно поливать по краю горшка.
И последняя орхидейка, которой я буду заниматься, это орхидея Венецианский карнавал. Посмотрите, она уже распустила один бутончик. Но у этой красавицы есть небольшая или даже большая проблема. У нее начали желтеть листья. Не с краю, как это у здоровых орхидей, а где-то в середине и не у центра. Как-то все очень странно. Надеюсь, что с ней будет все хорошо, пока я их не трогаю. Сейчас я ей протру листья спиртом. Попробую вытащить торфяной стаканчик. Старайтесь не совершать моих ошибок. Не покупайте орхидейки, когда уже прохладно. Но с другой стороны, очень трудно удержаться, ведь зимой привозят самые красивые орхидейки. Летом были ужасные завозы, а зимой, как назло, привозят редких красоток, которых очень хочется приобрести. И мы, конечно же, рискуем, покупая в холодное время года. Не знаю, посмотрим, что будет с этой орхидейкой. Буду вас оповещать о состоянии ее здоровья. Скорее всего, она замерзла. И вот такие последствия. Очень надеюсь, что это пожелтение из-за цветоноса, который в пазухе между этими двумя листьями, как раз которые желтеют. Такое бывает. Надеюсь, что это не из-за обморожения. И что это не гниль ствола. Шея чистая. А еще такое бывает из-за пробивающихся корешочков. Вот я отсыпала грунт, сейчас буду вытаскивать торфяной стаканчик. Вот у меня получилось вытащить весь торфяной стаканчик. Там была вот такая пластиковая штучка, и я ее вытаскивать не стала, чтобы не повреждать корешочки. Но торфяной стаканчик у меня получилось вытащить. Теперь засыпаю кору обратно. Шея чистая. Надеюсь, все будет хорошо с моей красоточкой. Как я ее хотела купить, и все ждала, когда же будет крепкая листовая масса. Угу, купила с желтыми листьями. Мне кажется, это уже дома они начали желтеть. В магазине они были зеленые. Вот что у меня получилось. Даже пришлось своей коры досыпать. И ставим орхидейку на карантин.